Ну вот, перекусили, совсем даже неплохо. И выезжаем дальше. В эту красоту. Бензин теперь есть, должна платить на 400 километров. До таких источников мне осталось еще час 24. Так что все идет по плану. Думаю, даже сегодня смогу доехать до Олега. Напоминаю, что Олег выехал за 1,5 дня раньше, чем я. Сейчас находится в Юконе, на Юконе, в White Horse Motorcycle Park. Очень такой большой известный парк. Так что надеюсь, что сегодня туда доеду. Мне туда осталось ехать, наверное, километров, так, ну если я 300 поехал, километров 700. Так что не так далеко. Вот такой план. Сейчас поел, температура немножко повысилась, 17,5, это вообще сказка. Так что едем дальше. Прямо здесь. Hello. Такая прелесть черная, бурая. Мои обетованные, что же вы молчите опять высотою маня? Небеса, мои обетованные, нелегко пред вами стоять, так услышьте меня. Солнцем разбужена и укрытая боль. Еду через полный пожар. Дорога тоже горела тут. Пожарники еще работают, но тут уже огня нету. Вон, как видите, вся дорога в смоле. Запах стоит неимоверный. Посмотрите на эту красоту, мама дорогая. Полностью танцуем. Воздух пошел. Не знаю, куда смотреть, но лучше, конечно, вперед, наверное. Вот какое-то поселение, маленькое отель делаю, еду уже пару часов точно. Тут ни одной бензоколонки еще не было. Была вроде одна, но закрыта. С бензином тут все в порядке, у меня пока еще полбака есть, и запас тоже есть. Так что сильно не переживаю, так как я еще на высокой altitude, на высоте в горах. Тут кислорода мало, поэтому мотоцикл работает неэффективно в смысле мощности, но очень эффективно в смысле бензина. То есть сейчас 2,5 часа еду, у меня еще вот полбака есть. Обычно полбака у меня за 1,5 часа уходит. Плюс я не гоню, тут 80-90 держу, поэтому оптимальная скорость. Так что думаю, с бензином проблемы не будет. Вот открывается еще одно красивое озеро. Какой тут воздух, это даже не передать. Не, тут вроде этого стоит ездить. Такую красоту ты даже не можешь себе предсказать. Ты готовишься к путешествию, что-то думаешь, что-то планируешь, что-то думаешь, там увидишь. И, как говорится, скажи свои планы Богу, и он посмеется. Да всегда оказывается миллион раз лучше, чем ты задумывал, миллион раз красивее, чем ты планировал. Миллион раз больше эмоций. Знаете, если, как говорится, жить нужно сегодня и сейчас, так как у меня сейчас это единственный момент, который есть, но я считаю,
считаю, что это самая лучшая жизнь, когда у тебя эмоционально в моменте сейчас, эмоционально ты на таких высоких частотах и вместе с природой становишься одни совсем. Тоже проехал, наверное, десяток медведей, там, лося вот только что проехал большого, баффало, wild баффало, лань бегала всякая, там это косуля, сосуля, горные бараны. Где ты такое еще увидишь? Где ты это почувствуешь? Зоопарк это совсем не то. Ты придешь, посмотрел, пожалел животных и ушел. А здесь ты чувствуешь себя таким же свободным, как и они. Чувствуешь себя частью всего этого. Так, сейчас нужно как-то с фурой разомкнуться. Нормально. Так, я вроде готов к приключениям. Взял плавки, взял полотенце, пошел в Hot Springs. Говорят, минут 10 прогулочки. Я тут все оставил в мотоцикле. Надеюсь на честность местных жителей. Хотя местные жители тут предохраняются колючей проволокой, с электрической колючей проволокой. Сейчас покажу вам местных жителей. Вот у нас колючая проволока, чтобы местные жители не заходили сюда. Так что я думаю, что с вещами будет все в порядке. Ну все, идем купаться. Вот, идем гуляем. Тут такая бордвок симпатичная. Птички поют. Горы кругом. Счастье. Послушайте, какая прелесть. Птицы устроили концерт. Все, я пришел. Вот уже первый Hot Spring. Тут все гламурненько, вот тут переодевалки. Сейчас я вам покажу Spring. Вот это сам Hot Spring. Сейчас я в него пойду. Запах идет очень сильный серной кислоты. Так, заходим. Oh, it's warm. Фух. Ну все, выходим. Я уже познакомился с людьми из Портленд, тоже русскоговорящие. Семья идет на Аляску, они купаются. Ну я дальше продолжаю свой путь. Так что stay tuned. Вот я решил пойти дальше. Тут у нас Hanging Garden. Про Hot Springs я прочитал, что они вторые самые большие в Канаде. И они не искусственные, натуральные. За счет того, что лаймстоун смывается под шейл. И геотермальный источник тепла идет из земли. Такая комбинация дает соленую такую воду. Но не только соленая, там все минералы у нас. Очень полезная, кстати. Сейчас я поднимаюсь по лестницам, покажу вам эти Gardens. Надеюсь, прогулка стоит такого. И вот уже эти Hanging Gardens. Я не уверен, что там hanging, но цветов много. Очень красивый ручей бьет, таким водопадиком. Правда, очень красиво. Очень спокойно, очень красиво. Ну, продолжаем нашу поездку. Хотел сказать, что дорога очень горная. Серпантины, камнепады.
красота необыкновенная. Так что стараюсь ехать аккуратно, чтобы не размазать асфальт. Эти замечательные места не портите винтами. Засыпает синий Зурбаган. А за горизонтом ураган. С грохотом и гомоном и гамом путь мой начинается по году. Грянет ливень резкий и гасет. Эта красота называется Watson Lake, Yukon, the world's famous signpost forest. И правда выглядит как forest. Куда ни посмотри. Самое удивительное где? Практически нигде. Такое найти. Это все знаки. Это знаки разных городов, разных мест, иногда просто license plates. И это продолжается как целый парк, около тут полкилометра. Я такого никогда еще не видел, поэтому с вами тут решил поделиться. Это что-то просто невероятное. Парк. Австралия. Очень много license plate, я даже не вижу конца этому. Даже не знаю, что это и как это назвать, но это есть. Там стоит какой-то старый трак. Так, и тут у нас метр. Да, куда ни посмотришь, везде эти деревья, заполненные знаками. Я уже в Юконе. Это находится прямо при въезде в Юкон. Место название это Watson Lake. И вот. Я думаю, что такую достопримечательность никто другой не имеет. Даже мостик весь обклеен. Конца там не видно. Я вижу что-то там из Онтарио, Толидо, Монтана. Просто невероятно. Ух ты, а вот это вот знакомое вообще до сердца. Это Chalk River 1 километр. Так как там у нас ядерное предприятие, и я там много-много работал. Chalk River. Идем дальше. Тут еще оленьи рога, так чтобы напомнить, что мы находимся в Юконе, а не где-то. Я не думаю, что я смогу все обойти, но вот такое вот как бы привкусие я вам дал. Все. Сейчас у нас 8 часов, и я как раз в 8 выехал, так что получается 12 часов поездки. Вот там красивый мотоцикл стоит наверху, значит я в правильном месте. Ну, кидаки. Пошли искать моего братика. Мотобратика, естественно.
Ну вот мой мотобратик. Да, Давай. приехал, видишь, чистенький выкупался, встречаем. Я грязненький, теперь ты тоже грязненький. Ничего, ничего. Ты Так, этот... я хочу показать этот рай для мотоциклистов, где мы находимся. Да, это реально круто. И там вот ребята сейчас пойдем костер палят, там разные есть, знаешь, как кружки, как это, ячейки, да, там то кружок Honda, ну так называют. Там Кавасаки был, тут Харли. Да, Yamaha, ну на самом деле не важно, просто. И вот они так полукругами, месяцами. И здесь Клево. фаерпит, здесь фаерпит, там фаерпит. То есть можно своими толпами тусоваться. Так, дорогой, я сейчас выключаю. Так, вот уже вечер. Хочу показать вам этот парк немножко. Такое тоже нигде не видел. Это парк только для мотоциклистов. И вот тут есть шоп. Шоп, где есть все инструменты, где есть любое масло. Всем этим можно пользоваться. А вот колеса, которые меняют тут. Можно поменять колеса. И все это бесплатно для мотоциклистов. Я тут прикупил колесо. У них осталось одно какое-то колесо моего размера. И в полцены оригинальная цена. То есть вообще задарма. То есть ребята действительно большие молодцы. Потом очень много байкеров. Тут очень много интересных conversations. Познакомился со многими людьми. Замечательная вещь сделана для мотоциклистов. Here's my friend. Say hi. Hello. Hello. Это еще я, это еще тот же день. Сейчас почти 12 ночи, да? Я еще раз покажу вокруг. Сейчас почти 12 ночи. Да, я уже забыл, что тут полярные ночи. Так что будет очень интересно спать с солнцем. Завтра расскажу.